Любая иерархия, которая выстраивается по ступеням, всегда связана с лестницей Иакова, совокупностью всех малых арканов Таро. Лестница Иакова – это некая схема, модель, в которой человеческое сознание, обретая новые качества, переходит с одного уровня на другой. К примеру, в стихиях это двойки, тройки, четверки и так далее. Двойки стихий – это экстрасенсорика, когда вы можете почувствовать стихию. Тройки стихий – это уже взаимодействие с энергией стихии, то есть умение брать ее откуда-то и направлять куда-то. Четверки стихий – это назначение. Работа с заклинаниями начинается как раз с четверок. Пятерки стихий – это духи стихий, как источники энергии стихии. То есть каждый уровень, каждая ступенька, по сути, определяет ваше мировоззрение, когда вы находитесь в этой стихии. Энергия – это форма мировоззрения. Двойки и тройки, когда мы осознаем, есть или нет энергия, и так далее. Двойки – это когда мы можем почувствовать энергию. Тройки – это когда мы можем изменить ее количество. А вот в четверках уже мировоззрение другое. Там больше нельзя сказать, энергия идет откуда-то куда-то. Там вы обладаете некой властью назначать количество энергии. Чтобы вы лучше понимали, возьмем Солнце. У него много энергии, а вы маленький, у вас мало энергии. Если вы соедините каналом Солнце и себя, то будете получать энергию как акцептор, а Солнце как донор. С четверками вам не нужен донор. Вы просто говорите: у меня в 3 раза больше энергии. Ее становится в 3 раза больше. Теперь вы понимаете, что фактически независимы от внешних объектов. Если вначале мы используем разные способы добывания энергии, к примеру, почитали молитвы, энергии стало больше, посмотрели фильмы про богатых, подзарядились и так далее, то есть используем внешние объекты для собственного изменения, то в четверках просто констатируем факт наличия у нас нужного количества энергии, и все. Так практика по увеличению суммы, которую мы делали в первом занятии, относится как раз к четверкам. Там вы просто говорите: я получаю такую-то сумму в месяц. И уже чувствуете внутри изменения. Итак, если говорить о ступенях денежной магии, то первая ступень – это двойки стихии денег. Вторая ступень – это тройки стихии денег. Третья ступень – это четверки стихии денег. На первой ступени мы научимся включаться в денежную экстрасенсорику, то есть будем чувствовать деньги. Мы просканируем своими ощущениями различных людей, различные валюты, купюры и поймем, что мы чувствуем деньги. Это здесь главное. Когда вы находитесь на первой ступени, вы фактически начинаете видеть мир деньгами, забывая предыдущие ценности, которые были вам внушены кем-то или чем-то, и приоритетом становится денежное видение. Один экстрасенс видит злых духов, второй видит ауру, третий чакры, а вы будете видеть деньги. Для нас любой внешний объект фактически будет означать деньги. Любое дело, любой человек – это деньги. Вы научитесь понимать, стоит работать, сотрудничать, взаимодействовать с тем или иным человеком, заниматься ли каким-то делом, насколько оно будет вам выгодно с позиции денег, если там вообще деньги. Мы уже говорили с вами о том, что деньги – это эмоции. Вернее так, деньги – это ваша внутренняя сила и фактически ваш социальный эквивалент, то есть эквивалент вашей силы. А мир – это ваше отражение. И деньги, которые присутствуют в вашей жизни – это отражение вашей силы. И когда человек говорит «я сильный», если он реально сильный, то как отражение в мире он будет иметь эквивалентную своей силе сумму, имеется в виду приходящую постоянно. Понятие сила, воля и мощь эквиваленты деньгам в мире как отражение. Если внутри у вас деньги в виде силы, то и снаружи они будут появляться в виде физических денег. В то время как эмоции, хаос – это растрата силы, эмоциональный хаос тратит денежную энергию. Поэтому, когда вы занимаетесь денежной магией, то чем больше у вас внутри ощущения уверенности, силы и воли, тем больше вы можете сделать. А чем больше у вас страхов, эмоционального хаоса, если вы на все подряд реагируете всплеском эмоций, обижаетесь на всех или испытываете чувство вины, или беспокоитесь постоянно о чем-то, даже не связанном с деньгами, то денежная энергия утекает, попусту тратится на бессмысленные переживания. Очень часто люди не понимают этого. Очень распространена ситуация, когда у человека была большая сумма денег, а потом вдруг куда-то исчезла. Ее не украли, она именно растворилась, как будто. Вроде бы ничего большого и важного не купил, а денег уже не осталось.
Если разбираться в ситуации, то выяснится, что перед тем, как деньги исчезли, человек хорошенько поэмоционировал, растратил энергию. Сила ушла на эти эмоции. А мы помним правило: меньше силы внутри, меньше денег снаружи. Эмоции – это враг денег. Причем это касается не только негатива, но и положительных чувствований. Безусловно, вы можете быть просто счастливы, это ваше внутреннее ощущение, эмоция, которая концентрируется в вас, но не выплескивается наружу. Если же вы начинаете кричать от восторга, бурно выражать радость, эмоционировать бесконтрольно, то с точки зрения закона сохранения энергии позитивные эмоции превращаются в негативные. Наверняка многие замечали, что после несдержанной, неуемной радости наступает резкая смена настроения. Или слышали народную примету: «Не смейся, а то плакать будешь». Объясняется это просто. Когда вы эмоционировали, потеряли энергию на это, и мир вам ответил в соответствии с вашей раскачкой. Отзеркалил вашу силу в виде понижения дохода или потери денег. Когда мы тратим деньги, мы должны получать положительные эмоции, а не отрицательные. Однако ментальная привычка экономить играет с нами злую шутку. И совершая крупную покупку, вы вместо счастья, обладания чувствуете негатив. Я слишком много потратил, который автоматически понижает ваш уровень. Покупая что-то, вы должны испытывать эмоцию радости. То есть вы понимаете: сейчас я это купил, у меня есть деньги на это. И ощущаете, что у вас есть деньги. А это хорошо. Любая денежная трата должна приносить позитивную эмоцию, а не негативную. Начиная жестко экономить, боясь тратить деньги, вы погружаете себя в негативное состояние. Люди часто тратят деньги, чтобы убрать негативную эмоцию. Как правило, к этому методу прибегают женщины. Работает это так: вы нервничаете, плохо себя чувствуете, и чтобы почувствовать себя хорошо, порадовать, идете купить что-то, то есть слить деньги. Это также относится к негативным эмоциям, даже если после покупки вам стало легче. Потому что первичный негатив, заставивший вас купить, как раз связан со страхом и неуверенностью. Соответственно, такие покупки делают только хуже. То есть надо стараться не покупать на негативе, не покупать, когда вы хотите успокоиться. Однако многие занимаются шопингом, чтобы снять стресс. Это неправильная позиция по отношению к деньгам. Покупки должны происходить именно от радости, от силы. А когда вам плохо и вас тянет потратить ту сумму, которая есть, это показатель того, что вы не можете ее удержать. Иными словами, вам не хватает силы удерживать деньги, поэтому возникает негатив, заставляющий вас слить эти деньги. Они лишние. Обычно такая покупка не приносит никакой пользы. Вы приходите домой и видите, что столько всего непонятного, ненужного купили. Поэтому чем лучше вы контролируете свои эмоции, тем лучше будет с деньгами. Денежная сила в человеке делится на две части – массу и скорость. Масса – это ваша внутренняя сила или ваше состояние, то есть денежный эквивалент внутри вас, способность удерживать деньги. Скорость – это раскачка на действие, то, что заставляет человека двигаться, что-то делать. У человека есть и масса, и скорость, либо нет. Человек на скорости не может сидеть сложа руки. Он все время должен что-то делать. Соответственно, скорость будет давать человеку неспособность лениться. Она постоянно его мотивирует. А что я ничего не делаю? Надо вот это делать, вот это. А масса – это внутренняя уверенность человека, его сила, его характер, внутренний стержень, мощь, власть. Если вы хотите работать с денежной магией, то масса и скорость – это базовые понятия. Основа магии – денег, по сути. Вы должны научиться думать параметрами массы и скорости, стараться их замечать в людях, в себе, в предметах и так далее. На первой ступени ваша задача – погрузить свое внимание в частоты денег и с позиции этих частот воспринимать реальность. То есть, прежде чем сможете управлять чем-то, вы вначале должны понять, в чем суть и смысл. Эти два параметра – масса и скорость – у человека должны быть примерно равны. В таком случае с деньгами будет все нормально. Если какой-то параметр увеличен или ослаблен, то случится перекос. Если, к примеру, у человека много скорости и нет массы, то он не может делать одно дело достаточно долгое время, потому что на скорости он постоянно переключается. Начал одно дело, не завершил, начал другое, потом третье. Человек даже может бизнес открыть, а поддерживать этот бизнес в рабочем состоянии у него массы не хватает.
Такие люди очень часто компенсируют массу за счет партнерства с кем-то. Они учатся продавать свои идеи, потому что на скорости все время делают что-то новое. И чтобы им получать деньги на скорости, они учатся отдавать другим людям за деньги то, что сделали до этого. Только такой способ для скоростных позволяет им зарабатывать, иначе они не могут. У них бизнес получается только в первый момент. Когда они только открыли его, он идет нормально. Проходит пара месяцев, бизнес падает, и на скорости идет переключение на новое занятие. Если масса большая, а скорости нет, в таком случае человек будет очень тяжелым на подъем. Так как у него есть масса, то у него будут какие-то деньги, обычно которые он накопил за какой-то период времени. Эти люди любят копить много. Но при этом он сам не может ни открыть бизнес, ни начать что-то делать. То есть он любит сидеть на горе золота. И все. Он усидчивый, но неповоротливый. У него будет квартира, еще что-то, скорее всего, полученное от государства. А вот если нет ни скорости, ни массы, человек вообще не раскачан. Он ничего не может начать делать, он в себе не уверен, у него нет характера, нет внутреннего стержня. Он даже не знает, чего по жизни хочет. Самый простой пример отсутствия массы, когда человек фактически не понимает, кто он, что он, куда он идет, зачем вообще живет. У человека с массой будет всегда некое свое мнение, свой характер. А человек без массы, аморфный, никакой. На второй ступени денежной магии мы будем эти параметры в себе менять, ими управлять, увеличивать скорость, массу. Но на первой ступени, пока мы учимся просто отслеживать, понимать и чувствовать свои параметры по массе и скорости и параметры других людей. Итак, на первой ступени мы учимся осознавать, ощущать массу и скорость. И тут проблема в том, что к себе мы не можем объективно относиться. Но если вы хотите изменений, то должны объективно посмотреть на себя со стороны. Человек так устроен. Когда мы чувствуем свою некомпетентность или слабость, у нас это вызывает плохое настроение. То есть вместо того, чтобы желать измениться, мы впадаем в депрессию. А что нам дает депрессия? Негативные эмоции. А что нам дают негативные эмоции? Потерю денег. Вы должны научиться относиться к себе объективно и сказать себе: да, у меня не хватает скорости, я признаю это. Или у меня не хватает массы, я признаю это. Я должен сделать все, чтобы раскачать это, измениться, а не впадать в депрессию из-за того, что я не такой, как надо. Это ничего не дает, это пустая трата времени. Депрессия на фоне осознания себя в каком-то нехорошем положении. Любое ваше нехорошее положение должно вас мотивировать изменить его, а не уходить еще глубже в депрессию. Итак, первое, что мы делаем, работая с первой ступенью, это настраиваемся на себя и максимально объективно оцениваем, чувствуем массу и скорость. Масса – это уверенность, ваша внутренняя сила. Скорость – это ваше движение вперед, ваши действия. Представьте, что вам завтра оплачивать кредит 40 тысяч, а у вас в кошельке 10 тысяч. Если это не вызывает депрессию, то вызывает ощущение разгона. Быстрее надо что-то делать. Вот это и есть скорость. В жизни бывают периоды, когда разгон усиливается, и периоды, когда разгон ослабевает. Например, если скоро платить по счетам, разгон усиливается, вы думаете, где взять деньги, и скорость повышается. С помощью специальной практики вы должны себя оценить, разобраться, какие вы по жизни, сколько у вас процентов массы, а сколько процентов скорости, если там вообще масса и скорость. Практика. Сканирование массы и скорости. Ваша задача – это просто осознать и ощутить свою массу и скорость. Первое – сканирование своей массы и скорости. Вспомните моменты, когда у вас скорость увеличивается, моменты, когда у вас масса увеличивается. Ощутите сейчас у себя эти параметры. Примерно оцените себя. Просто поняли, осознали и почувствовали, что это так. Второе. Сканирование массы и скорости других людей. Теперь берете несколько знакомых, друзей, родственников и начинаете их сканировать. Настраиваетесь на человека, представляете его, концентрируетесь на нем и задаете себе вопросы. Какая у него масса, какая у него скорость, и чувствуете, анализируете, думаете и начинаете осознавать эту информацию. Осознали параметры одного человека, перешли ко второму. Осознали его параметры, потом изучили третьего. После всех сравниваете. Задача – научиться безошибочно сканировать людей. Например,
Этот непоседа что-то делает, а денег не может заработать. Значит, скорость большая, а массы нет. У этого вообще нет денег, он ничего не делает и ничего не хочет. Значит, ни массы, ни скорости нет. А у этого есть 3 квартиры, 2 дома и счет в банке. Но при этом он не открывает бизнес, ничего с этими деньгами не делает, просто накопил, и все. Это показатель того, что масса есть, а скорости нет. Не надо думать, что все сложно. Если вначале вы думаете логически, какая масса, какая скорость, то через какое-то время вы заметите, что фактически сразу понимаете, как яснознание. Вам не надо больше долго анализировать его. Третье. Сканирование массы и скорости миллиардеров. Сейчас возьмите каких-нибудь миллиардеров, к примеру, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, и настройтесь на них, ощутите, какая у них масса и скорость, и насколько их масса и скорость отличается от вашей. Они получают больше денег, чем вы, поэтому масса и скорость у них будут выше, и ваша задача уловить эту разницу именно в массе и скорости у этих людей и у себя. Это очень хорошее и полезное упражнение. Дело в том, что когда мы так делаем, мы немного включаемся в тройки, то есть выходим на вторую ступень. На первый взгляд мы просто сканируем, на самом деле увеличиваем у себя часть массы и скорости за счет настройки на богатых людей. Возможно, вы сейчас заметили, что когда стали на них настраиваться, у вас масса и скорость начали повышаться сразу. Вероятно, даже ощутили какой-то поток. Это как раз показатель того, что когда вы сравниваете себя и человека с более высокими параметрами, вы подтягиваете себя, тащите на его уровень, и это ощущается как набор энергии у вас. Вы улучшаете себя. Поэтому старайтесь упражнения делать часто. Кого и что еще можно сканировать? Актеров, певцов, артистов, бизнесменов, политиков. Как на объектах, имеющих большую массу и скорость, на них очень хорошо тренироваться. Вы заметите, что они немного отличаются. У кого-то массы больше, у кого-то больше скорости. Магазины, банки, фирмы, рестораны. Вы настраиваетесь на какой-нибудь хороший ресторан, как на объект бизнеса. Ресторан равно бизнес. И понимаете, какая у него масса и скорость. Допустим, чувствуете, что масса большая, а скорость чуть поменьше. Это значит, что развиваться он не собирается, но клиенты, которые приносят ему деньги, есть. Например, настроились на какую-то фирму и понимаете, скорость большая, а массы нет. Это значит, что эта фирма недавно начала функционировать, и там все на скорости пока, а массу еще не наработали. Далее, на второй ступени вы сможете использовать различные места для того, чтобы изменить себя. К примеру, хотите поднять скорость? Поехали в бизнес-центр, походили там рядом, либо даже туда вошли и настроились на скорость. Это можно делать и дистанционно, настраиваетесь по картинке, фото и чувствуете массу и скорость. Настройка с позиции массы и скорости не просто на любые объекты, а на те, что относятся именно к вам, и есть показатель вашей выгоды при взаимодействии с этим объектом. То есть можно настраиваться со стороны, не взаимодействуя с объектом, просто понимая его массу и скорость. А можно настраиваться с позиции выгоды. Если человек ваш клиент, то вы настраиваетесь на него с позиции собственной выгоды. И понимаете, ощущаете, чувствуется в нем масса, значит вы получите выгоду. Можете проверить фирму, где вы работаете, настроиться с позиции выгоды. Или на людей, которые вам дают деньги. Ощутите массу. Если она маленькая, значит оттуда вы мало что получите. Ощущение массы – показатель того, что впоследствии это принесет прибыль. Ваше подсознание знает, поэтому будет давать ощущение массы, полезности в чем-то. А если массы нет, вы не чувствуете ее с позиции выгоды. Вам, значит, можно этим и не заниматься, или с этим человеком не связываться. Потому что выгоду получите нулевую. Практика. Сканирование объектов с позиции выгоды для вас. Попробуйте. Именно с позиции выгоды настроиться на разные объекты, которые с вами взаимодействуют. Например, на банк или начальника и так далее. И ощутите разницу. Если вы отработаете это упражнение, у вас на уровне автоматизма будут всегда возникать ощущения. Надо вам это делать или нет? Ведь мы выполняем большое количество дел, совершенно невыгодных для нас. К примеру, какие-то хобби, увлечения, те же компьютерные игры.
общение с незнакомыми людьми, не значащее ничего и так далее. Когда мы взаимодействуем с объектом с позиции выгоды, мы понимаем, есть ли нам польза, получаем ли мы массу и скорость при этом или нет. Положительный объект по отношению к вам дает вам силу. Таким объектом может быть и человек. Например, общаясь с каким-то хорошим человеком, вы понимаете, что даже если он вам не дает деньги напрямую, но взаимодействие с ним все равно дарит вам ощущение массы и скорости, он вас заряжает. А если взять какого-нибудь вампира, который вам звонит целыми днями после разговора, с которым вы опустошены, вы понимаете, что при общении с ним не получаете ничего, нет энергетической выгоды. Взаимодействие в семье строится по тому же принципу. Если вы настраиваетесь на людей в семье и чувствуете увеличение массы и скорости, значит они вам выгодны. И взаимодействие с мужем пьяницей не имеет смысла, потому что в нем нет выгоды, нет ощущения ни массы, ни скорости. Настраиваясь на это ощущение массы и скорости при взаимодействии с объектами, вы через какое-то время избавитесь фактически от всего, что не дает вам выгоду. От всех людей, привычек, хобби и прочих бесполезных вещей, которые не дают вам по сути ничего. От того, что не нужно с этой позиции. И оставите только те вещи, которые связаны с выгодой в виде получения массы и скорости. Не обязательно это деньги напрямую. Может быть, конечно, не сразу вы заметите, что в вашей жизни стало намного меньше объектов невыгодных и намного больше объектов выгодных, потому что вы настроились на это ощущение выгоды. Как вам ваша работа? Даже если вы получаете на работе приличные деньги, но при настройке у вас не возникает ощущения массы и скорости, то есть вы чувствуете, что фактически отдаете туда очень много, а взамен получаете какие-то крохи. Если вы чувствуете этот дисбаланс, то в данной работе для вас нет выгоды. Это значит, что вам платят намного меньше, чем вы достойны получать. Если вы от своей работы не чувствуете массу и скорость с позиции выгоды для себя, значит, надо найти себе другую работу. После того, как вы научитесь сканировать себя, сможете смотреть и других людей. Для этого нужно фактически просто медитировать и ощущать. Если человек спрашивает, стоит мне идти на эту работу или на ту работу, вы его представляете на одной работе и настраиваетесь на ощущения, которые у вас вызывает тот образ. Он вызывает у вас ощущение массы и скорости. Потом настраиваетесь на другой образ, то есть представьте человека уже на другом рабочем месте. И точно так же настраиваетесь. Потом сравниваете, где больше массы и скорости. Там ему будет выгоднее. А работать с другими получается даже легче, чем с собой. Когда сканируешь себя, возникают сложности из-за того, что у каждого есть определенные ограничения на себя, свои действия, мысли. Мы не объективные, относительно других людей мы холоднее. Поэтому с них мы даже легче считываем, чем себя. Поэтому если сканировать себя сложно, надо больше поработать с другими, чтобы набить руку. Когда сканируем других людей, мы все равно смотрим себя. Потому что на самом деле сложно объективно понять скорость и массу человека. Когда настраиваемся на какого-нибудь богача, мы чувствуем скорость и массу, но эти скорости и массы возникают внутри вас. Вы тот, кто чувствует. Соответственно, если у вас слабая масса и скорость, то при настройке на человека с сильной массой и скоростью ощущения будут слабее. То есть от вашей раскачки зависит, насколько другие считываются сильными по массе и скорости. Как железно получать много денег каждый месяц? В данном вопросе прослеживается страх нищеты. Поиск стабильности – это страх нищеты. То есть человек боится не получать какие-то деньги. Он фиксирован на этом. А если есть страх, значит есть эмоции. А если есть эмоции, значит сила уходит на эти эмоции. Чтобы получать какую-то сумму в месяц и ниже нее не опускаться, у нас внутри должен быть этот эквивалент суммы в виде вашей силы. Другими словами, можно сказать, что у вас раскачаны чакры до определенного уровня, и ниже этого уровня раскачка не опустится. Более-менее раскачанный человек не может получать ниже какой-то суммы. Его внутренняя сила не позволяет ему опуститься ниже определенного дохода, потому что как только внешняя сумма начинает вдруг по каким-то причинам опускаться ниже, чем его сила, это сразу мотивирует на то, чтобы он сделал дополнительный источник дохода. Например, человек получает минимум 50 тысяч в месяц и чувствует себя нормально. Это его сумма по уровню раскачки. Как только он стал получать 45 тысяч, допустим, но чувствует себя на 50 тысяч, то возникает потребность эту разницу закрыть. Будут появляться идеи и мотивация, желание что-то сделать. А если человек внутри себя чувствует слабым,
униженным, брошенным, то есть жертвой, чувствует себя на 0 рублей, то ему не надо стараться держать высокую планку дохода. Для него 50 тысяч будут сказкой, удержать которую он точно не сможет, потому что внутри нет этой суммы. И когда он дойдет до 0, скажет: «О, вроде это мой уровень». Как раз по его раскачке именно. Чтобы нижняя сумма не опускалась, надо раскачиваться, поднимать планку, ниже которой вы не сможете опуститься, если у вас не будет падать и деградировать раскачка.